Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paikmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Сегодня мы рады представить новый эпизод нашей серии Suits Road. Присоединяйтесь к нам в Турине, Италии, где мы посетили промышленную деревню Веко, центр дизайна, музей и многое другое. У нас также была уникальная возможность познакомиться поближе с Веко Сейвей, который мы недавно добавили в качестве бесплатного дополнения для всех владельцев Euro Truck Simulator 2. Присоединяйтесь к Оскару, нашему директору по глобальному партнерству, и он приведет нас за кулисы, чтобы показать, как наша команда собирает справочные материалы. Он также побеседует с Максом Празом, директором Академии Веко, Марко Армилято, руководителем отдела промышленного дизайна, Джузеппе Бруно, менеджер по креативному дизайну, и Александром Пили, специалистом по поверхностному и виртуальному дизайну, чтобы обсудить историю Веко, сложный процесс проектирования и создания и многое другое. Ссылочка на данный видеоролик будет находиться в правом верхнем углу экрана. Мы невероятно благодарны команде Веко за то, что они пригласили нас, позволили нам снять видео и поделиться с вами этим опытом, а также за их теплое гостеприимство во время нашего визита. Мы надеемся, что вам понравится этот эпизод, и мы оценим вашу постоянную поддержку этого сериала. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий. Мы будем рады услышать ваше мнение. Скоро мы увидим вас в следующем эпизоде, а пока продолжайте в том же духе. Ссылочка на данное дополнение находится в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады пригласить вас еще раз заглянуть под капот. На этот раз мы представляем вам интервью с некоторыми членами нашей команды, которые работают над обновленной системой грузов для ETS 2 и ATS. В грядущем обновлении 1.54, так без лишних слов, мы позволили экспертам объяснить, что представляет собой эта новая система, и приведем вас за кулисы их работы. По мере того, как наши игры продолжают расширяться, количество типов грузов и прицепов значительно выросло, что усложнило управление старой системой. Чтобы понять, почему потребовалось изменение, стоит взглянуть на то, как работает предыдущая система. До сих пор, что казалось игрой, в котором прицеп с грузом, например, с каким-то механизмом, на самом деле был моделью, созданную вручную, и каждая пара прицеп-груз хранились отдельно на диске. Такой подход требовал огромного количества уникальных моделей, что затрудняло эффективное добавление нового контента и занимал место на диске. Программист Саймон, также известен как 50 Кеда, который работает над этой задачей с самого начала, объясняет это более подробно. В нашем мире каждый груз должен быть каким-то образом прикреплен к прицепу. То, как груз визуально связан с прицепом, включая выбранную модель для погрузки, является частью того, что мы называем грузовой системой. Эта система управляет тем, как визуальные модели грузов, связанные с соответствующими прицепами, и играет роль в экономике в целом. По мере расширения наших проектов, количество грузов и прицепов увеличилось до такой степени, что прежний подход стал неэффективным. Управление растущим количеством комбинаций прицепов и груза стало непосильной задачей, что привело к увеличению времени выпуска и повлияло на порядок интеграции новых грузов и прицепов. Делится он с нами. Смети, наш старший художник по автомобилям, объясняет, что эта проблема возникла в течение некоторого времени и нуждалась в решении. Ситуация усложнялась с появлением в игре новых грузов и множества новых брендированных прицепов. Каждый груз был связан ко всем прицепам этого типа, то есть если у нас было 3 платформы, нам также нужно было 3 конкретных модели грузов, и у каждого варианта груза обычно было по 2 или 3 визуальные модели. Кроме того, у нас есть брендированный прицеп, поэтому количество комбинаций достигало огромных цифр. Передо мной стояла задача передать трейлеры. Наша цель состояла в том, чтобы упростить процесс подключения новых грузов и прицепов, устранив необходимость в ручном управлении их комбинациями, как объясняет Саймон здесь.
Мы могли бы добиться этого, если бы код автоматически объединяли груз и прицепы на основе упрощенных правил, а не создавал отдельную модель для каждого типа прицепа. Это означает, что для каждого груза будет определена собственная модель, методика погрузки и способ крепления. Хотя на первых порах этот подход может вызвать некоторые трудности и не быть идеальным, он закладывает основу для дальнейшего расширения и улучшения. Например, при программной загрузке груза, такого как поддон, вам нужно будет смоделировать только один поддон. Затем код определит правильное количество подмоделей и расположит их на прицепе в соответствии с выбранной методикой загрузки. Таким образом, самое большое преимущество новой системы заключается в том, что нашим 3D-художникам больше не нужно вручную создавать готовые пары прицепов в груз. Вместо этого они динамически сопоставляют любой совместимый прицеп с любым совместимым грузом, процедурно определяют его размещение и генерируют правдоподобные элементы крепления, что значительно упрощает работу нашей команды по созданию транспортных средств. Наш продюсер Кэрил координировал проекты и играл ключевую роль в его реализации, помогает обеспечивать его успешное завершение. Когда я присоединился к команде разработчиков, мне было просто любопытно, как в новой системе будет обрабатываться деревянные бревна, так как я в основном работал над связной с этим функцией динамической разгрузки грузов. Однако, когда я осознал, какой объем работы требуется заменить тысячи комбинаций грузов и прицепов всего несколькими сотнями умных, я взял на себя производственную обязанность, чтобы Саймон мог сосредоточиться в первую очередь на разработке. Это включило в себе оценку времени, планирование и отслеживание прогресса, привлечение большого количества 3D-дизайнеров и тестировщиков транспортных средств, составил графика выпуска и многое другое. И, конечно же, огромная благодарность нашей команде контроля качества, которая взяла на себя непростую задачу тестирования всех комбинаций, сообщения о бесчисленных проблемах. Делитесь с нами, Кэрол. Разумеется, нам также пришлось переработать модель грузов, чтобы они идеально сочетались с новой системой, которая автоматически сопоставляла грузы с прицепами. Эту задачу взял на себя Матвей, наш дизайнер 3D-графики. Вместо того, чтобы создавать 6 или более различных моделей, я разработал одну версию и при необходимости разделил ее на несколько вариантов для более разнообразных грузов. Например, на 2 версии кондиционеров. После завершения работы над моделью я проверил, все ли в порядке, и разместил специальные указатели, чтобы определить, как и где груз будет закреплен на прицепе. Затем система динамически распределяет груз в зависимости от его размера и веса, а также длины прицепа. Этот новый подход упрощает создание модели грузов и позволяет разнообразить игру, рассказывает нам Матвей. Петр, еще один 3D-дизайнер транспортных средств в нашем команде, работает над той же задачей, и по его собственным словам ему понравится. Я присоединился к проекту новой системы грузоперевозок в августе-сентябре и работал вместе с Метой и Саймоном. Моя основная задача тогда и сейчас преобразовать существующие грузы в новую систему. Для меня это был захватывающий переход от 3D-моделирования к активной разработке новой игровой функции, которая показалась мне интересной и увлекательной, говорит Петр. Наш программист Макс сыграл ключевую роль в интеграции новой системы грузоперевозок в экономику игры, а также в решении других задач, о которых он рассказывает ниже. Основная часть моей работы над новой системой грузоперевозок заключалась в ее проектировании и подключении к остальной части игры. Автоматическое размещение и крепление независимых моделей грузов должно упростить любую работу по моделированию в будущем. Перекалибровка экономических данных гарантирует, что система будет работать со всеми существующими комбинациями грузов и прицепов. Остались некоторые проблемы, поэтому мы определенно планируем улучшить на следующий раз, говорит Макс. Это изменение
изменения значительно ускорят работу нашей команды разработчиков транспортных средств, поскольку позволит им создать еще больше комбинаций грузов и прицепов по мере того, как мы продолжаем расширять наши игры. Несмотря на то, что в первой версии могут быть проблемы, стоит стремиться к усовершенствованию систем, поскольку это не только повышение эффективности, но и экономит место на диске и в памяти и избавляет от необходимости хранить бесчисленные готовые комбинации. Сами намекает, что этот проект может привести к появлению других возможностей для обеих наших игр. На данный момент мы сосредоточены на переработке всех грузов и прицепов, чтобы они были совместимы с новой системой и выглядели визуально правдоподобно. При этом система грузов открывает бесчисленные возможности. Этот проект определенно будет интегрирован с динамической разгрузкой грузов, и мы стремимся улучшить способ расчета количества предметов, которые могут поместиться в прицеп. В настоящее время логика довольно проста и не будет точно в каждом случае, но это уже демонстрирует потенциал системы. При наличии его воображения это может даже привести к некоторому уровню взаимодействия между игроками, но посмотрим, к чему это приведет. YouTube, Galaxy, Instagram, Facebook, Twitter. Мы надеемся, что вам понравился этот закулисный взгляд на новую грузовую систему с точки зрения наших коллег, которые работают над ней. И не забывайте следить за нашими обновлениями, подписывайтесь на нас, и мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, даже если вы не можете следить за блогом или нашими социальными сетями. Увидимся в дороге. Сегодня мы рады поделиться с вами более подробной информацией о специализированных складах, которые появляются в нашем грядущем дополнении Missouri для American Truck Simulator. Этот блок является продолжением предыдущего поста. Если вы его еще не читали, вы можете знакомиться с ним здесь. Штат Миссури, также известен как «Покажи-ка мне штат», предлагает водителям широкий выбор складов для доставки грузов. Однако одна конкретная отрасль в этом дополнении выделяет свою уникальностью. Водителям следует соблюдать особую осторожность при приближении к этому специализированному складу, так как последствия могут быть взрывоопасными. Пришло время применить свои навыки перевозить опасных грузов, так как для доставки динамита из этого места водителям потребуется навык взрывчатка веществ первого класса. Это рискованная работа, но кто-то должен ее выполнять. Работая в дочерней компании, одной из наших внутриигровых компаний, водители смогут перевозить не только динамит в каменоломни и шахты по всей территории Соединенных Штатов, но и другие грузы в различные места. Мы уверены, что вам понравится перевозить грузы в это уникальное депо, основанное на реальном месте. Если говорить о карьерах, то вы найдете несколько по всему Миссури, но этот ничто расположен неподалеку от города Ролла, выделяется на фоне остальных. Этот карьер огромен, игроки смогут проехать прямо в его сердце, перемещаясь по гравийным дорогам и маневрируя вокруг тяжелой техники и шахтных сооружений. Уникальный карьер заключается в самом депо, которое разделил на две части. Главная часть используется для технического обслуживания и общих работ, а вторая часть — это ядро и самого карьера. Мы призываем вам исследовать все, что можно предложить карьере и другие месторождения в Миссури. Те, которые это сделают, могут обнаружить больше, чем показывает их GPS. Миссури также является одним из ведущих производителей лесоматериалов. Благодаря многочисленным лесозаготовительным площадкам, разбросанным по всему штату, у дальнобойщиков не будет недостатков в работе. Не забудьте оснастить свой грузовик подходящими шинами и аксессуарами, если вы будете ехать по лесистой местности и грунтовым дорогам. Мы уверены, что вам понравится доставлять грузы на эти специализированные склады. Мы надеемся, что вам понравится знакомиться с новыми специализированными складами, которые вы сможете исследовать и доставлять в них грузы в нашем грядущем дополнении Миссури. Если вам нравится то, что вы видите, обязательно добавьте его в список желаемых гостей. Кроме того, если вы хотите быть в курсе последних новостей, вы можете получить их прямо на свой почтовый ящик. Подпишитесь на нашу рассылку здесь. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на Миссури будет находиться в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть файлы моментов с прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будут реал-контент.
Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест. Так что успейте написать мне в ЛСВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. В сегодняшнем блоге мы снова отправляемся на север Европы, чтобы показать вам закулисную жизнь дополнения Северный горизонт. И на этот раз мы покажем вам несколько красивых церквей, которых вы встретили во время путешествия по этому дополнению к Euro Truck Simulator 2. От исторических достопримечательностей до современных шедевров. В самом северной части Европы вы найдете удивительные архитектурные жемчужины. Наш дизайнер ресурсов и карт проделали невероятную работу, вы создали эти церкви, вдохновляли их реальными прототипами. Среди более старых вы можете узнать церковь Святой Троицы в Асе. А какие еще вы можете называть? Эти культовые сооружения часто доминируют над окружающей средой. Вы не захотите пропустить это прекрасное здание, проезжая мимо на своем грузовике. Архитектура более современных из них уникальна и впечатляет. Взгляните на Арктический собор в Троммесе или церковь в городе Гейло, но есть и другие, которые стоит увидеть. Построенные столетиями назад или в последними десятилетиями, эти церкви являются не только религиозными сооружениями, но и архитектурными наследия этих северных стран. YouTube, а также Instagram, Facebook, Twitter. Следите за новостями, подписывайтесь на нас и добавьте его в список желаемых гостей. Обязательно DLC Северный горизонт. Мы надеемся, что вам понравился этот небольшой обзор грядущего дополнения к ETS 2. Если вы в восторге мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, даже если вы не можете следить за блогом или нашими социальными сетями. Будьте осторожны на дорогах. Ссылочка на данное DLC будет находиться в описании данного видеоролика. В SSOTSVR мы любим чествовать увеличение людей, которые воплощают наши симуляторы грузоперевозки в жизнь. Сегодня мы рады представить вам преданного своему делу создателю контента и энтузиасту симуляторов грузоперевозок Марка Армстронга. Марк создал впечатляющую инфраструктуру и процветающее сообщество Armstrong Gaming вокруг своей любви к виртуальным грузоперевозкам, что сделало его известной фигурой в мире симуляторов. Давайте погрузимся в его историю. Меня зовут Марк Армстронг. Я родом с северо-востока Англии, где я родился и вырос. Сейчас мне 34 года, и я большой любитель симуляторов вождения. До того, как Марк открыл для себя любовь к грузоперевозкам и играм-симуляторам, он был заядлым велосипедистом и участвовал в соревнованиях вместе со своим отцом. Его отец был не просто родителем, он был лучшим другом и наставником. Они разделяли страсть к шоссейным и горным велосипедам, а также к триалу, и всегда подготавливали друг друга к тому, чтобы стать лучше. На самом деле, мой отец был скорее другом, чем отцом. Он был моим напарником по велопрогулкам, моим мотиватором. Мы все делали вместе, будь то ремонт велосипедов в гараже или поездка по дорогам. Он всегда был там. Однако серьезная травма, полученная в 20 лет, изменила жизнь Марка, и он не смог продолжать заниматься велоспортом. В поиске новой страсти он обратился к играм, и решение определило его будущее. Я попал в серьезную аварию, из-за которой не смог ездить на велосипеде, и я был прикован к дому, и однажды сидел на диване и пошутил насчет симуляторов фермера. А потом на Рождество моя тогдашняя жена и отец подарили мне эту игру, и с этого все началось. С тех пор Марк быстро погрузился в мир симуляторов, изучая разные игры, пока не обнаружил Euro Truck Simulator 2, который ему сразу же понравился. Его страсть к виртуальным грузоперевозкам привело к тому, что он собрал свой первый симулятор, начав с простой деревянной конструкции недорогого руля. Я начал с деревянной обувной полки, которую собрал в форме симулятора и прикрепил к ее сиденье. Затем я установил руль весом 3,5 кг. Вы не начинаете с того, чем заканчиваете. Вы должны начинать с малого.
Его любовь к симуляторам распространялась на American Truck Simulator, где он по-настоящему полюбил американского грузовика, особенно Peterbilt 389. Мне нравится большой хромированный руль, большой рычаг переключения передач, удобное положение сиденья. Вот что мне нравится, но как только я сажусь в ETS 2, я хочу сидеть как водитель Scania, поэтому я все меняю. Путь Марка к созданию контента во многом был вдохновлен его отцом, который экспериментировал с загрузкой видео с радиоуправляемыми танками на YouTube. Однажды мой папа сказал: заведи канал на YouTube и запиши несколько видео, принеси их ко мне домой, я загружу их за тебя, потому что у меня есть интернет. Блестяще имело это я и сделал. Со временем Марк переключился на прямые трансляции и приобрел преданных подписчиков. Его отец сыграл в этом огромную роль, не только как сторонний наблюдатель, но и как геймер. Мой отец играл в игры еще до того, как я начал, и я помню, как он играл в Coil Race Rally в начале 2000-х, когда у нас еще был комментируемый интернет. Он всегда был на шаг впереди, даже покупал новую видеокарту каждые несколько месяцев, потому что технологии развивались очень быстро. Он поклялся, что никогда больше не вернется к играм, но когда я начал водить грузовики, он не смог удержаться и снова присоединился ко мне. Отец Марка стал неотъемлемой частью его стримингового пути, присоединился к многопользовательскому трансляции, даже иногда заменяет его на канале. Ему нравится это, он полностью погрузился в это, купил себе полноценную игровую систему, 3 монитора и все остальное. Он заменял меня на стримах, чтобы я мог отдохнуть. Он был также увлечен этим, как и я. К сожалению, в ноябре 2023 года отец Марка неожиданно скончался. Эта потеря была сокрушительной. Потерять отца было самым тяжелым испытанием в моей жизни. Мы также много построили вместе. Он был не просто моим отцом, но он был моим лучшим другом, моей главной опорой, и вдруг его не стало. Марк потерял не только отца, но и дом, так как его отец взял на себя финансовые обязательства. После того, как жена Марка ушла от него. После его смерти я потерял и дом. Я был практически бездомным в течение 5 месяцев, переезжая из дома в дом к друзьям и живу у своей 91-летней бабушки. Это было тяжелым временем, но сообщество помогло мне держаться, несмотря на огромные личные трудности. Марк продолжал вести стримы, опираясь на поддержку своей аудитории. В конце концов, он нашел новый дом и перестроил свою студию, решив продолжить дело отца. Нынешняя конфигурация Марка — результат многолетней работы как его самого, так и его отца. Его симулятор состоит из тройной 5-дюймовой телевизионной панели с разрешением 4К и частотой 120 ГГц, колесные базы и наборы переключателей для грузовиков, созданного преданным своему делу участникам сообщества. Те, кто имел удовольствие смотреть стримы Марка, знают, что они почти не отличаются от настоящих. Я веду трансляции в стиле «Моя камера GoPro расположена позади меня, как будто вы сидите на койке в каюте. Это создается ощущение, что вы едете со мной». Хотя симулятор Марка уже впечатляет, он всегда ищет способы его улучшить. Возможности симуляторов ограничены, потому что я хожу, чтобы мое сообщество могло наслаждаться видом и настройки так же, как и я. Если бы я настраивал его только для себя, я бы сделал его более закрытым и захватывающим, но я решил сбалансировать его так, чтобы он нравился всем. Имея более 300 тысяч подписчиков на YouTube, Twitch, TikTok и Discord, Марк создал невероятное сообщество. Он благодарит свою аудиторию за то, что она поддерживает его мотивацию и находит радость в общении с другими любителями симуляторов грузовиков. Сообщество было потрясающим. Люди думают, что вам нужна эмоциональная или финансовая поддержка, но на самом деле это не так. Если вы включаете трансляцию в виде 10 человек в хорошем настроении, это и есть моя поддержка. Марк также рассказывает нам о том, как доброта одного из его подписчиков привело к отношению. Один из моих подписчиков, Митч, очень любезно подарил мне колесо для моей установки. Благодаря моим стримам он познакомился с 2 другими участниками сообщества. Один из них стал его близким другом, а другой он недавно обручился. Наше сообщество действительно особенное. Стриминг — это не просто хобби для Марка.
это и гострасс, и работа на полную ставку. Я никогда не водил машину в реальной жизни, так как я буквально зарабатываю на жизнь, ведя свой канал, и это потрясающе. Если вы ищете сообщество, к которому можно присоединиться, мы очень-очень расслаблены и будем рады, если вы присоединитесь к нам, независимо от того, будет ли вы просто смотреть или ездить вместе с нами. Для тех, кто хочет следить за приключением Марка, он ведет трансляции на YouTube и Twitch под ником Armstrong Gaming. У нас нет четкого расписания из-за моего здоровья, но мы выходим в прямой эфир, когда можем, и как можем чаще. Мы ведем себя очень спокойно и коллективно, без драмы, просто путешествуем с друзьями. Спасибо тебе, Марк, за то, что делишься с нами своим невероятным путешествием. Продолжай путешествовать, и мы увидимся с тобой на виртуальных дорогах. Сыграли ли Euro Truck Simulator 2 или American Truck Simulator важную роль в вашей жизни? Если да, мы будем рады, если вы поделитесь своей историей с нашим сообществом. Если вам интересно, вы можете связаться с нами в Twitter, Instagram или Galaxy. Сегодня мы рады поделиться с вами подробностями о наших планах по следующему переработке Euro Truck Simulator 2. Project Benelux. Название Benelux образовано его первых букв названо каждой страны. Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Каждый из которых будет переработан с нуля. Пожалуйста, обратите внимание, этот проект все еще находится на очень ранней стадии, и на многих скриншотах в этой статье блога показаны области, над которыми все еще ведется работа, и которые еще не завершены. Итак, давайте подробнее рассмотрим предстоящий путь. Переработка региона Benelux и Euro Truck Simulator 2 знаменует собой захватывающее долгожданное обновление, одной из старейших частей континентальной карты игры. Мы поговорили с Яном, руководителем проекта Benelux, чтобы узнать больше о команде. Над этим проектом работают 10 дизайнеров карт, включая меня, объясняет Ян. Конечно, есть и другие сотрудники из отделов исследований, контроля качества ресурсов и программирования, которые тоже участвуют в проекте. Решение о переработке региона стало, естественно, продолжением работы над немецкими городами. Учитывая возраст существующей карты и многочисленные изменения, произошедшие в реальной жизни, было принято решение полностью переработать регион с нуля. Один из наиболее значимых аспектов этого обновления является добавлением новых городов. Вы можете ожидать появления новых городов, таких как Антверпен и Эндховен, говорит нам Ян. Кроме того, мы включаем в игру основные маршруты дорожной сети, такие как автомагистраль А2, значительная часть шоссе Е40 и живописную дорогу И-57 в Нидерландах. Водители также смогут доставлять грузы в различные обновленные депо из них, а также на новые предприятия, таких как завод по производству сахарной свеклы. Не забывайте также обращать внимание на новые достопримечательности. Эта доработка ставит перед командой уникальную задачу, как объясняет Ян. В этих странах есть сложная дорожная инфраструктура, водные пути, каналы, дамбы, шлюзы, разводные мосты и многое другое. Ландшафт очень специфический, от равнинных местностей до пересеченных водными каналами на севере, до живописных Арденн в Бельгии и Люксембурге. Мы уверены, что этот проект вдохновлен новую жизнь в важную часть мира Euro Truck Simulator 2. Игроков ждет регион, наполненный новыми достопримечательностями, маршрутами, более точными изображениями одного из самых интересных регионов Европы. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями и превью этого проекта в ближайшем будущем. А пока следите за обновлениями в наших социальных сетях: Twitter, Facebook, Galaxy, Instagram. А также подписывайтесь на нашу рассылку. До новых встреч. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот так у нас на неделе получилось. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пайкмейкер. Забывайте план действий, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. Нажимайте на лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.